Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как и каждый день, совет Таро на завтра, на следующий день. Вы знаете, делая эти расклады на каждый день, я, можно сказать, если вы прислушиваетесь к моим советам, потому что советы... И самое главное в моих советах — это не навреди, а еще того лучше я делюсь с вами своим позитивом и, соответственно, могу помочь. Это, можно сказать, даже каждый этот расклад — это маленькая коучинговая сессия для того, чтобы двигать вас вперед, наверх, к счастью, вот к этому самому счастью по умолчанию. Поэтому смотрите каждый день. Они же небольшие, до 6 минут. Это уже 6 минут, это уже когда, как сегодня, я что-то говорю до расклада. Поэтому смотрите, слушайте, ну и, конечно, пользуйтесь моими советами. Они даны вам с любовью. Действительно, люблю я вас всех. Я так вот у меня сложен организм. Ну что, давайте посмотрим, что же завтра. Первое, что хочу сказать, завтра пытайтесь не нервничать, не дергаться, не выходить из себя. Каждый ваш выпад завтра может вам навредить физически. По этой карте было бы здорово действительно успокоиться, знаете, как по-английски говорят stop and smell the roses. Это остановись и понюхай розы, понюхай цветы. Остановись и посмотри вокруг, сколько всего прекрасного вокруг тебя происходит, сколько вокруг прекрасного есть, и сконцентрировать свое внимание именно на этом. Даже если, и скорее всего, скорее всего, есть какие-то проблемы, которые будут пытаться вас вывести из себя, вывести из равновесия. И вот, если вы поддадитесь этим порывам вывести вас из равновесия, у этих порывов все получится. Потому что нам легче уйти в негатив, чем держаться на позитиве и чем держаться в позитивных мыслях. Но если у вас получится вот остановиться и действительно даже взять листок бумаги и записать себе, что прекрасного есть в вашей жизни, и это уже не пределы одного дня, это совет навсегда называется, то вам будет намного легче проходить через трудности, которые возникают. И помните всегда, кого-то винить в ваших трудностях, на кого-то обижаться. Ситуации, люди бесполезно. И себя винить тоже бесполезно, если вы будете... Вот это самое плохое, что вы можете сделать. При всем при том, что притянули это вы сами. Но тут надо просто сконцентрироваться на том хорошем, что у вас есть, без «но». Я столько раз с этим сталкиваюсь, особенно на личных консультациях, особенно на коучинговых консультациях. Когда человек приходит и говорит, я говорю, вот давайте сконцентрируемся на том, что у вас есть хорошего. И человек начинает перечислять, я, соответственно, записываю. И когда он заканчивает свое перечисление, и пунктов, поверьте, много, вдруг он говорит «но». Вот это «но» меня... Я всегда прошу, прежде чем мы начинаем записывать все хорошее, что есть, я всегда прошу, пожалуйста, в конце ничего не говорите. Ни «но», ни «если бы». Вот просто перечислите мне это все. Ну что, смотрим дальше. Вот опять карта выпадает, что не спешить. Не спешить делать поспешные выводы.
Не спешить с действиями, не спешить. Вот эта карта и это рядом говорят о том, что ваша спешка может вам помешать. Поэтому завтра не спешите, не старайтесь не поддаваться порывам именно раздражения, выходить из себя. Вот это главная линия завтрашнего дня. И, как я вам сказала, концентрируйтесь, первое, на том, что у вас уже есть хорошего. И тогда вам легче будет решать задачи завтра, которые могут касаться, всего чего угодно. Вот тут я вам точно могу сказать, что любой сферы жизни. Если есть какие-то задачи, связанные со здоровьем, то точно так же не спешите ставить себе диагноз. Возможно, психосоматические вот эти симптомы, которые, знаете, как говорят, симптомы есть, заболеваний никаких нет. Это ваше внутреннее состояние и ваша концентрация делает вот этот трик. И, конечно же, еще одна карта. Вот и опять выходит карта, что вам абсолютно нельзя завтра выходить из себя. Потому что все, что будет происходить, даже если что-то уходит завтра, даже если что-то не так, как вы себе запланировали, все это освобождает место для улучшения, для лучших событий, для лучших отношений, для улучшения в работе, в бизнесе и прежде всего в вашем внутреннем состоянии. Поэтому не спешите. Я вот, наверное, повторила уже это слово раз 10. Не спешить. Но это для того, чтобы ваше подсознание впитало это. Чтобы когда что-то будет происходить завтра, чтобы у вас в голове сразу шло не спешить. Вот как-то так.